Всем доброй ночи, друзья мои. Я нашла уже время для канала и продолжаю свои работы, как и всегда. Как говорят, антракт закончился. Перед вами декорация на украинскую тематику, потому как ритуал, созданный мной, на украинском языке, на украинской мове. Украинский язык обладает особой энергией, и начало русского колдовства, если уж так назвать условно, это Украина, окраина Руси. Поскольку более всего до нас дошли и капища, и древние, скажем так, храмовые комплексы, правда, уже в разваленном состоянии. Это в основном на Украине. Лысая гора Украины, да, Киевская Лысая гора, где, кстати, лысых гор много, там не одна Лысая гора, где по поверью собирались ведьмы на шабаш, дыканка. Да вообще говорят, что на Украине каждая баба ведьма. Это мы и так поняли. Украинское колдовство, оно действительно отличается особой силой и мощью. Наверное, потому что, будучи родиной именно русского колдовства, там есть особая энергия Земли. И вот такие пласты, информационные пласты, которые именно там находятся, да, на этих исторических местах, они особенные, и они передают особую информацию. Так вот, во многих заговорах, ритуалах, старорусских заговорах и ритуалах сохраняются украинские термины и произношения. Это потому, что изначально этот заговор был на украинском языке. Потом постепенно он как бы деформировался, постепенно видоизменялся, но дошел до нас вот уже в таком смешанном состоянии, да. Есть и украинские слова, есть и... Ну, знаете, я, честно говоря, не разделяю украинцев и русских совершенно. Я не знаю, какие там разделяют. Часто встречаются такие слова. Русь была киевской изначально. Это идет все от невежества, от необразованности. Дело в том, что в XVIII веке для того, чтобы суметь лучше отличить периоды правления двух династий, это Рюриковичи и Романовы, дабы отличить периоды исторические в русской истории, тот период, когда княжили Рюриковичи, был назван периодом Киевской Руси. Правда, Киево-Московская Русь потом началась, потому что столица была перенесена в Московию. И, естественно, уже Киево-Московский период. Об этом не говорят. Просто эти два термина сохранились. Киевская Русь и Московская Русь. И когда некоторые невежды начинают орать, мол, Киевская Русь была изначально киевская. Послушайте, люди, которые жили в те времена, они не говорили, мы живем в Киевской Руси. Они говорили, мы живем в Руси. То есть на Руси вообще-то правильно, да. Слово Россия или Русия. Ну, во-первых, много терминов и много вариантов происхождения, потому как инородцы называли Россию Русией. Росия или Русия или Роксолания. Хюррем не просто так назвали Роксоланой. Это не имя было ее, это прозвище. Роксоланой она в Османской империи никогда не именовалась. Ее знали как Хюррем. Гурем, улыбающийся.
или веселая. А Роксоланом ее назвали европейцы, поскольку ее происхождение было русское, украинское, русское происхождение, русская Роксолана так назвали. Тогда они не делили, на самом деле. Никто не называл ее украинской Роксоланой. Называли русская Роксолана. Роса, Дела Роса. Некоторые восприняли это как фамилию. Александра Лароса. Ну, несколько версий. Некоторые говорят, что ее звали Анастасия Лисовская. Вот точно на 100% нет. Больше всего склоняется все-таки к имени Анастасии Лисовская, потому что она происходила из области Лисовск и, предположительно, была дочерью священника Луки. Ну да ладно. Но Роксолана ее называли, то есть русской Роксолан. Жители вот этих северных широт, они назывались у европейцев и у восточных народов Роксоланами, россичи, русские. Но есть такая версия, что Иван III, как-то принимая послов европейских, сказал «Рось и я». То есть я и Русь. Мы принимаем такое-то решение. И вот так остался термин «Россия» или «Россия». Итак, Белая Русь, Малая Русь, да? Новая Русь, Новороссия, Крайняя Русь или окраина Руси. Это все Русь. Но поскольку начало правления Рюриковичей, ну, именно варяжской династии, некоторые очень спорят, что они были именно русичи. Очень возможно, потому как северные народы или народы моря – это очень такое, знаете, относительное понятие и название. Народами моря могли назваться и русичи. Многие из них имели родственные связи с викингами. И если так посмотреть религию викингов, языческую религию, то они, в принципе, функции те же самые, что и у славянских богов. Начиная от рун скандинавских, которые, собственно говоря, перевоплотились в русские руны. Некоторые говорят наоборот. Но не будем сейчас об этом, на этом зацикливаться. Так вот, начало правления, начало, откуда есть пошла земля русская, пишется в повести временных лет, первая летопись, которая говорит об истории Руси. Но предположительно история Руси, то есть повесть временных лет, переписана из более древних источников. В Киеве произошел инцидент, точнее, извиняюсь, в Москве, когда бояре спорили, какая столица была первейшей, Москва или Киев. И спор дошел до того, что они решили пригласить туда армянских купцов, это во времена Алексея Михайловича, и спросить у них. Они сказали: отцы ваши были до наших отцов, и вы лучше знаете. Скажите нам, какой город был первейшей столицей, стольным градом Руси? Киев или Московия? И армянские купцы ответили: деды и прадеды наши, торговавшие на русской земле, говорили нам, что первейшим градным городом, стольным градом, извиняюсь, был Киев, а Московия была построена позже. Вот так на том спор и решили. Итак, начало правления Рюриковичей, вообще начало русской земли именно как страны. Земли-то были, народности заселяли, древляне, варяги, печенеги, это все потом перемешалось и стало единой нацией. Почему такой богатый генофонд? Почему такие, скажем так, красивые люди, талантливые люди? Почему она так богата, эта земля, такими талантами? Потому как различные крови перемешается, то есть смешивание различных кровей дает такой результат. Кровь должна обновляться. Народы, которые женятся между собой постоянно, они потом сталкиваются с генетическими заболеваниями, с генетической мутацией, они сталкиваются с отсталостью поколений и так далее. Поэтому это все равно, как жениться на своих близких родственниках. Они уже как бы по традиции обязаны только на своих, и вот дает вот такой вот
сбой генетики. Даже древние народы, которые когда-то властвовали, да, могут просто уйти во свояси и исчезнуть только из-за того, что они из-за генетического сбоя, из-за постоянных родственных браков деградирует общество, и умственная отсталость проявляется. Даже если это не видно, это в поступках виднеется. А Россия, она дает возможность разным народам, разным этносам сходиться, сливаться воедино. И, естественно, получаются и красивые дети, и талантливые люди, и так далее. По сути, это единый уже этнос давным-давно. Так вот, украинский язык. Украинский язык обладает особой энергией, поскольку именно на украинском языке были созданы, скажем так, первые заговоры магии. Ну, самые древние, которые найдены. Означает это, что за века этот язык магии усовершенствовался, набирался энергии и так далее. Поэтому во многих именно русских заговорах есть очень много украинских элементов. Теперь перейдем к тому, о чем ритуал. Маята. Душевная маята – это есть депрессия. Человек мается. Депрессия может человека довести до того, кстати, я советую посмотреть, депрессия – это боль души, ведьмина изба, набирайте, чтобы понять, что такое депрессия. Дорогие друзья, депрессия – это сопротивление, это протест вашей души. Вот ваша душа, вы пришли на эту землю, и душа ваша обладает памятью. Ваша душа – это вы, но отчасти вы. Это генетическая память, это память крови ваших предков, это подсознание. Вот когда у человека что-то случается, какой-то жуткий стресс, он вспоминает такие моменты, которые, особо-то не помнил. Ему открываются какие-то вот такие новые грани. Знаете, это называется пограничное состояние, когда человек думает о том, о чем никогда в жизни не задумывался, и он понимает такие вещи и начинает, как же я до этого не додумывался, почему так происходит. Депрессия – это боль души, ваша душа сопротивляется. Вот вы живете с человеком, вы любите этого человека, но этот человек не ваш, он не подходящий. Он вам приносит только боль. Вы не знаете, как поступить. У вас не хватает, может быть, силы воли, а может быть, слишком сильные чувства, чтобы взять и отпустить. И вам не хочется жить. То есть вы понимаете, что этот человек ничего хорошего вам не приносит, что вам обидно, что вы безразличны человеку, что он никогда не интересуется вашим здоровьем, вашим самочувствием. Он тупо использует вас, вот так вот на жаргоне говоря. Вы это все осознаете, но уйти от него не можете, или любите еще, или некуда идти и так далее. И у вас начинается депрессия, нежелание жить. Жизнь становится как черно-белое кино. Вы не умеете радоваться ничему, вас ничего, то есть вам ничего не интересно. Приходит время, когда вы за собой не следите. Вы когда-нибудь задумывались, почему вы по ночам едите, когда говорят «заедаю боль»? Вот та агрессия, та злость, которая у вас копится, и вам, знаете, наша агрессия вообще к миру, вот как вам сказать, наша натура хищника, это зубы, челюсть. То есть натура хищника. И в человеке есть эта натура хищника. Мы должны либо рвать с этого мира то, что наше, символически говоря, все взаимосвязано. В подсознании все взаимосвязано. Ваше тело реагирует на все, что вокруг вас происходит, и все, что происходит в вашей жизни, в сознании и так далее. Вот вы должны рвать с этого мира все, что есть, ваше, то есть бороться за свое. Если человек отвечает обидой за обиду, если человек ставит на место хамов, этот человек уже, скажем так, не нуждается в том, чтобы заесть эту боль, понимаете, чтобы заглушить эту боль едой. Если человек все внутри переживает, он начинает глушить эту боль едой. Депрессия появляется. Человек полнеет, человек сам себе не нравится, человек начинает себя ненавидеть, он хочет сбросить килограммы, не уходят, начинается депрессия, я была красивая, худая, почему вот такая-то? Хотите худеть?
свою агрессию отправляйте на тех, кто вам отправляет. Всегда нужно обратно отдавать. Те люди, которые говорят, игнорируйте, не говорите, это глупые люди. Тебе приходит это, обратно отдавай эту информацию, эту грязь. И тогда вот эта хищная натура. Ой, да пошла ты, да ты сама пошла. Ты такая сякая, а ты еще хуже. Знаешь, что я с тобой сделаю? А я с тобой еще хуже сделаю. Огрызнулись, понимаете? Отправили эту агрессию. Вот эта вот хищная натура, зубы, челюсти, они сработали, но в переносном смысле. Вы огрызнулись, покусали в ответ. Все, у вас нет нужды ночью есть. А если вы внутри себя это переживаете, эту боль, то вы по ночам вот эту вот агрессию, то есть вот эту вот хищную натуру рвать, съесть, уничтожить тех, кто тебя обижает, вы применяете к еде, вы начинаете еду есть. Это такая же депрессия. Хотите худеть? Огрызайтесь, когда на вас кидаются. Вот если так грубо говоря, кусайте в обратную. Посмотрите на мир животных. Они что, терпят? Если в стае собак, какая-нибудь собака надоедает другим собакам, они его кусают. Покусали, значит, этот пес заскулил, заплакал и больше не подходит к ним. Они проявили эту агрессию, показали ему свое место. В некоторых случаях нам у животных есть чему поучиться. Хладнокровию и холодному следованию разума, природного разума. Депрессия. Вы когда-нибудь слышали выражение «полные люди, они добрые»? Да, это так и есть. Чаще всего. Не всегда, конечно, не ко всем это применяется, но в основном. А добрые люди, они хорошо живут? Им везет по жизни? Навряд ли. Добрых людей стараются обидеть. Добрых людей используют. Следовательно, из-за чего полнеет человек, добреет, наполняется вот этой вот отрицательной энергией, надувается, потому что не выпускает это. А агрессию применяет к еде. То есть эту хищную натуру применяет к еде. Так вот, депрессия, заедание этой боли едой, нежелание жить, нежелание смотреть за собой, нежелание выходить. Ваша душа сопротивляется. Она вас убьет. Она вас приведет к суициду, она вас приведет к болезни, если вы постоянно будете переживать. Она вас убьет, но не будет жить той жизнью, которую вы навязали. Душа знает, для чего вы пришли в этот мир. Душа знает, что этот человек не ваш. Он не подходит вам. Но ты говоришь своей душе: нет, я буду с ним жить. А твоя душа говорит: я тебя убью, но ты меня не заставишь его терпеть и с ним жить. Как только у вас начинается депрессия из-за работы, меняйте работу. Не идите туда, как на каторгу. И не бойтесь. Вдруг я не найду, найдете. Мысли отпустите, поищите работу, найдите, идите там, напишите заявление, пошлите их на 3 буквы. Вы меня не цените, пошли вон, я ухожу. Никогда не бойтесь уходить от мужчины, который вам причиняет боль. Закрывайте источник боли, и жизнь изменится. Чего вы боитесь? Быть одной? Лучше быть одной, чем в концлагере жить. И так далее. Но что делать для того, чтобы у вас силы появились, начать новую жизнь, захотеть убрать это депрессивное состояние, чтобы хладнокровно сесть, подумать и начать менять свою жизнь. Итак, берете бокал или кружку воды, все, что хотите, емкость с водой. Это сожгла я, поэтому она такая. То есть это обожженное внутри было когда-то. Я его чистила, и оно разодрала металл. Далее. 4 свечи. Видите? Черный воск. Вот так скрутите. Ну, можете так на эти ножки вот так вот как бы поставить, чтобы, ну, стояло. Далее.
вот на 4 стороны света. Неважно, как они расположены, главное, чтобы было 4 вот этих вот 4 свечи сверху. 4 стороны, 4 огня. Зажигайте, произносите заговор, пьете, значит, делайте глоток. У вас сразу начнется внутренняя трясучка. По голове прям вот так вот пройдет жар, как молния. На втором заговоре, значит, холод. Начнете потеть. Каждый раз один заговор прочитали, сделали глоток воды. Второй заговор, глоток. И вот так вот, чтобы 4 глотка, и эту воду нужно всю пить. Это раз. Второе. Свечи, они догорят уже до огарков. Эти свечи проводить нужно ночью. Луна не имеет значения. Если она будет иметь значение, я бы вам сказала. На следующий день выносите огарки свечей, 4 кусочка, таких вот кусочков, наверное, так правильно будет. Ломтика, кусочка. 4 кусочка хлеба черного, 4 монеты. Разложите под дерево. Говорите: все, что душу мою мучило, оставляется здесь. Поворачивайтесь и уходите. Вам полегчает тот же день. Но откупаться в течение 3 дней вы обязаны. Что такое откуп? Духам иногда нужны большие откупы, иногда достаточно благодарности и показать им, что вы их цените, чтите, что вы их уважаете. То есть вы к ним относитесь уважительно. Порой этого достаточно, чтобы они пришли в вашу жизнь и вам помогали. Итак, от маяты. Поскольку я уставшая, я решила записать эти заговоры заранее и просто включить. Разницы никакой. По той причине, что по ночам, когда устаю, иногда бывает, что могу ошибиться. Особенно если на другом языке. Сейчас, секунду. Так, вот таким образом. Вот. Начнем. Еще раз прошу тех, кто каждые 2 минуты пишет: а где заговор, а чего? Нужно ждать. Через некоторое время как видите, она даже те заговоры, которые, она была просто занята, она вот друг за другом все это сделала за неделю. А иногда она в тот же день печатает. Просто надо иметь немного уважения, собственно говоря. Начнем. Маята маятна, чорна біда, злі мороки, страхи та кошмари. Не жерте моє серце, не ломите мені душу. Чорний птах, лихоманка, цур мене, цур. Проклята, зла, нехай згорять твої крила. Нехай зламається твій дзьоб. Стань пепелом, стань чорним димом. Іди в болото, в згині долота, а мене лиши, нехай буде так. Заклинаю. Так, делайте глоток. Маята маятна, чорна біда, злі мороки, страхи та кошмари. Не жерте моє серце, не ломите мені душу. Чорний птах, лихоманка, цур мене, цур. Проклята, зла, нехай згорять твої крила. Нехай зламається твій дзьоб. Стань пепелом, стань чорним димом. Іди в болото, в згині долота,
а мене лиши. Нехай буде так. Заклинаю. И вновь делаем глоток. Маята маятна, чорна біда, злі мороки, страхи та кошмари. Не жерте моє серце, не ломите мені душу. Чорний птах, лихоманка, цур мене, цур. Проклята, зла, нехай згорять твої крила. Нехай зламається твій дзьоб. Стань пепелом, стань чорним димом. Іди в болото, в згині до лота, а мене лиши, нехай буде так. Заклинаю. Снова. Вот. Маята маятна, чорна біда, злі мороки, страхи та кошмари. Не жерте моє серце, не ломите мені душу. Чорний птах, лихоманка, цур мене, цур. Проклята, зла, нехай згорять твої крила. Нехай зламається твій дзьоб. Стань пепелом, стань чорним димом. Іди в болото, в згині до лота, а мене лиши, нехай буде так. Заклинаю. И вот. Нужно это допить. Как откупиться и что делать на следующий день, я уже вам объяснила. И через некоторое время, через несколько дней у вас появится ощущение, что энергия жизни возвращается. И запомните, если у человека есть энергия жизни, то всякие трудности он преодолевает. Если нет энергии жизни, как бы вы ни помогли этому человеку, он ни на что не способен, он ничего не хочет. Всем удачи и всех благ.